Всем привет. Сегодня у нас был интересный до этого расклад. Я надеюсь, вы оценили. И самое интересное, это самая просматриваемая тема. Не сейчас, а вот та. Но просто написано психологическим языком, да, который пользуются психотерапевты, психиатры, психологи вряд ли. Итак, сегодня у нас ты и незнакомцы. И посмотрим абсолютно все. И прежде чем начать, сразу говорю. Вот 3 мои колоды. А, Колода «Нейроведьмы и деда» номер 1, номер 2 и номер 3. На Бусти вы можете скачать макеты, готовые к печати, если вам одна из них там понравилась, нужна и так далее. В открытом доступе я пока не видел. Девочка брала один раз макет, продала там на 100 тысяч, потом она поехала отдыхать, и сейчас никто не продает. Поэтому еще раз напоминаю, вы можете взять на Бусти макеты и продавать. За авторские права и за прочее я ничего не скажу. Макеты готовы к печати. Никаких вот этих дизайнерских услуг и прочего не нужно. Просто скачиваете макет, отдаете на флешке или через почту типографии и просто печатаете. Кстати, можете зайти в магический чат, там девочка может вам распечатать и отправить. Без проблем. Итак, давайте начнем наш расклад. Единичка. Сразу напоминаю, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я чего не забыл, куда-то не туда не ушел или вообще не увлекся. А то у меня бывает проблема, что я начинаю увлекаться, а потом уже, как говорится, за языком не слежу. Итак, как мужчины видят твою внешность на первый взгляд? Ну, знаешь, вот по картам они на тебя смотрят и понять не могут, кто ты такая. У тебя, знаешь, очень противоречивая внешность. Ты можешь на работу прийти там в строгом костюме, а через час ты уже сидишь с распущенными волосами и в шортиках в кафе, как школьница. И мужчины просто, они теряются. То ли ты серьезная бизнес-леди, то ли ты веселая тусовщица. Ты постоянно меняешь свой образ. Сегодня ты в джинсах-кроссовках, завтра ты в платьишке в красивом, послезавтра ты вообще там в вечернем этом платье. Мужикам, знаешь, сложно тебя распознать. Поэтому они долго разглядывают, пытаются понять твою суть. Еще у тебя лицо такое, что мужчины не могут сразу решить, надо оно им или нет. Знаешь, ты красивая, но твое выражение лица как будто постоянно меняется. То ты задумчивая, то ты смешливая, то ли ты там грустная. Это знаешь, как как биполярка. Но в смысле, нормально все, не переживай. И вот мужики долго на тебя смотрят и понять не может, кто перед ними стоит. То ли веселая, то ли грустная, то ли, как говорится, сейчас врежет. И самое интересное, ты выглядишь как человек, который постоянно между вариантами выбирает. Даже вот стоя в очереди в магазине, ты можешь передумать и пойти обратно менять товар, а за тобой очередь. И мужики вот это все чувствуют, что ты не из тех, кто быстро решения принимает. Поэтому они и сами не спешат к тебе подходить. Все просто очень. Какие тайные эмоции ты вызываешь у них? Ну, знаешь, у серьезных мужиков ты вызываешь желание тебя воспитывать.
Вот прям реально. Им кажется, что ты слишком легкомысленная, что тебе нужен этот мужик с ремнем, который наведет в твоей жизни порядок. Особенно это касается, которые мужчины старше тебя, которые вот привыкли все контролируют. Они на тебя смотрят и думают, вот эту нужно взять в руки. И тебе повезло с мужским вниманием. Мужики прямо интуитивно чувствуют, что рядом с тобой их жизнь изменится к лучшему. Ты как-то знаешь, ты как-то умеешь приносить удачу в жизнь других людей. Ну, не специально, да, а вот просто так получается. Поэтому мужики к тебе тянутся, даже сами не понимают почему. Они, знаешь, они видят в тебе шанс вот жизнь начать заново. Особенно те, кто вот устал вот от этого круговорота рутины в природе. Ты для них как глоточек свежего воздуха, как вот возможность что-то изменить. И они не влюбляются в тебя с первого взгляда, нет, но чувствуют, что ты можешь принести в их жизнь что-то новое. И мужики думают, что ты удачна. Вот по тебе видно, ты умеешь выкручиваться из любых ситуаций. Вот выход находишь, где другие руки опускают, да? Им хочется быть рядом с таким человеком. Они подсознательно надеются, что твоя удача на них тоже распространится. Что в твоей внешности их притягивает и отталкивает? Ну, знаешь, притягивает то, что ты выглядишь как человек, которому нужна помощь. Но не в плане там денег, а в плане заботы. На ручки тебе хочется взять. У тебя вид такой, что вот там хочется покормить, тебя укутать там пледом, защитить от всех проблем. Садись на коленочки, я тебе головку поглажу. Вот примерно вот так. Ты не выглядишь как сильная независимая женщина. Наоборот, в тебе есть что-то такое беззащитное. И особенно мужикам нравится твоя искренняя радость. Когда ты вот смеешься, весь твой вид, он меняется. Глазки светятся, лицо моложе становится, от тебя прям энергия исходит, что рядом тоже хочется вот улыбаться. И умеешь ты радоваться простым вещам. Ты умеешь радоваться солнышку, там кофе по утрам, песенки хорошие, птичкам, птички, пение птичек. И мужчины это ценят. Понимаешь? Потому что вот возьми 100 женщин, и только одна по-настоящему умеет радоваться жизни. А еще ты теплый очень. Не вот эта вот снежная королева, да, которая дистанцию держит, а наоборот, ты можешь обнять прям незнакомого человека, если он расстроен. Можешь едой поделиться даже там с дедом. Можешь просто так улыбнуться прохожему. И вот эта твоя открытость, она очень привлекает мужиков. Особенно тех вот, кто устал вот от этих фальшивых улыбочек. Но отталкивает это то, что тебе не хватает ухоженности. Ты можешь из дома выйти там с немытыми волосами, с мятой по этой платьишкой, без макияжа. Тебе кажется, что внутренняя красота важнее внешней. Но мужчины сначала что делают? Обертку видят, а потом уже содержимое. И твоя небрежность немного, конечно, смущает. Как тебе плюсы свои подчеркнуть, чтобы нужных мужиков привлекать? Более закрыты стать по картам. Просто перестань всем рассказывать о своей жизни. Там, перестань делиться проблемами с первым встречным поперечным. Выкладывать все мысли, свои чувства на показ. Мужикам нравятся загадочные женщины, понимаешь, в которых нужно там, как по пазлику, разгадывать. А ты как книга открыта. Все сразу видно. Вот начни больше, знаешь, времени одна проводить. Не бегай постоянно там по кафешкам, не зависай там в компаниях подруг. Нет, научись получать удовольствие от одиночества. Книжки читай, смотри фильмы, хобби занимайся. Когда мужик увидит, что тебе и одной хорошо, ему захочется стать частью твоего мира. Это знаешь, вот как в ковид. Все сидят по домам, даже вот домоседы, которые вот есть, да,
Они сами даже хотели на улицу. Хотя до ковида там, как говорится, дома сидели и нос не высовывали. Вот именно запретное интересно, понимаешь? И денег накопи, и купи хорошее платьишко. Вот хватит ходить там вот из, как называется, в шортах и так далее. Понимаешь? Имей одну хорошую вещь хотя бы, чем 10 плохих. Вот твои шортики, джинсы порванные, это же, как сказать. Ладно, я не буду кряхтеть по поводу одежды. Не носи, а то дед придет тебе заштопать твои джинсы дырявые. И будь избирательна еще более в общении. Всем подряд на смски, на звонки не отвечай. На любые встречи, ну, я имею в виду то, что ты любительница, тебе скажут, ай да пойдем, ты говоришь, да, пошли. Не говори всем да подряд. Пусть мужики поборются за твое внимание. Когда ты всем доступна всегда, твоя ценность, она падает. А когда ты выбираешь, с кем общаться, а с кем нет, то ты становишься дороже. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечка. Как мужчина видит внешность твою на первый взгляд? Ну, знаешь, тебя по картам видят вот как вот вечную девчонку. У тебя лицо такое, что даже вот в 30, 40, 50 лет ты выглядишь на 20, максимум 25. Всегда глазки живые, всегда с эмоциями на лице. Вот обрати внимание, что твои ровесницы выглядят намного старше, чем ты. Знаешь почему? Потому что они в рутине погрязли, и у них начинаются мешки под глазами, неумение радоваться жизни, и все. Одна выглядит в 50 как 20, да, это ты, я имею в виду, а другая в 20 как в 50. Вот ты с живыми глазами, всегда с эмоциями. Ты не умеешь чувства скрывать. Если вот радуешься, то, как говорится, светишься на все 3 колонки. Если грустишь, то поникше. Вот мужчины сразу вот это считывают, понимаешь? Они чувствуют, что ты очень открытый человек. И еще ты спешишь вечно куда-то. Ходишь быстро, говоришь быстро, даже ешь быстро, даже, наверное, меня на X2 слушаешь. У тебя энергия такая, что рядом с тобой все кажется медленным и скучным. Вот мужики замечают, что ты не тот, кто вот будет часами краситься перед зеркалом, вот эти все марафеты наводить. Ты схватила сумку и побежала. Если, например, у нас с тобой отношения, я тебе говорю, поехали на рыбалку, ты уже возле двери стоишь. И самое интересное, ты выглядишь как человек, с которым всегда что-то происходит. То есть ты не скучная вот эта серая мышка, а вот такая, у которой каждый день приключения. То опоздала на автобус, то ключи потеряла, то пришлось там у подруги ночевать, то там вообще с утра пошла на работу, к вечеру уже в другом городе, а то и вообще в другой стране. И мужикам это сразу видно по твоему виду. Ты не выглядишь как женщина, которая вот долго планирует, долго готовится. Наоборот, от тебя прям веет спонтанностью и непредсказуемостью. И мужики, конечно же, понимают, что рядом с тобой точно не будет скучно, понимаешь? Какие тайные эмоции ты вызываешь у них? Ну, у серьезных мужиков ты, знаешь, желание вызываешь тебя завоевывать.
Они видят, что ты трудолюбивая, что ты умеешь там свои цели добиваться, что ты там не сдаешься, всегда с поднятым носиком, веселая. И им хочется доказать, что они достойны такой женщины, как ты. Особенно это касается вот амбициозных мужчин, которые вот привыкли бороться за то, что им нравится. И у тебя, говорю, и у мужиков ты включаешь охотничий вот этот инстинкт. Они понимают, что тебя просто так не получить, что нужно постараться, нужно проявить себя там, показать, как говорится, все свои лучшие качества. И ты, конечно же, не так, кто вот на первого встречного поперечного согласится. Нет, у тебя есть стандарты, есть требования к мужикам. И вот это их заводит. А еще, знаешь, по этим картам, ну, мужики чувствуют, что ты изменить их жизнь можешь к лучшему. Ну, не в плане перевоспитать, да, вот в плане вдохновить на новые какие-то приключения, свершения. То есть рядом с тобой они хотят даже стирать носки, даже зарабатывать больше, даже развиваться больше. Ты знаешь, ты вот как катализатор для ихних амбиций. Ты сейчас скажешь: дед, какое слово ихних? Есть такое слово в кураптоновском языке, а я с вами на кураптоновском разговариваю. Итак, что в твоей внешности притягивает, отталкивает? Ну, притягивает то, что ты живешь в мире грез. Фантастика. Да что ж ты, у меня уже... Я свои слова уже начал изобретать. Фантастика, ты фантастика. То есть в фантазиях ты живешь. У тебя всегда взгляд, вот как будто ты о чем-то всегда мечтаешь. Даже когда посуду моешь, даже когда там в автобусе едешь, ты вот такая вот, как сказать, вот не от мира сего. И мужикам интересно, о чем же ты там думаешь, какие у тебя планы, какие у тебя мечты. То есть ты не приземленная и не зацикленная вот на бытовухе, понимаешь? А что понимаешь, я о тебе и говорю, ты говори только просто да, дед, верно говоришь. И вечно у тебя атмосфера тайны тебя окружает. Ты можешь даже сидеть в кафе одна, улыбаться чему-то там своему в голове, да? И что-то писать в блокнотике. Это все, это 100% дед на тебя клюнет. И любому мужику захочется подойти и спросить, что за секреты у тебя. А у тебя внутренний мир, он очень богатый. И это видно даже вот, ну, как сказать, незнакомым людям. Мы же незнакомцев смотрим. И знаешь, еще ты человек выглядишь, который вот ты знаешь, как, не знаю, как сказать, вот когда с утра ты дома, а вечером уже в другой стране, вот как это сказать по-другому? В общем, ты такой человек, который резко поменять свою жизнь может. Вот прям вот буквально тебе нужно время там с утра до вечера. Сегодня ты в офисе, завтра ты уже уезжаешь в другую страну, встречайте меня, грустите по мне. Вот примерно это ты. Сегодня ты брюнетка, завтра ты блондинка, послезавтра ты лысая, а то и вообще, не дай бог, каре. Кстати, каре — это от дьявола. И вот эта твоя непредсказуемость, она очень привлекает мужиков. А отталкивает то, что ты долго принимаешь решения некоторые. Мужчина может месяцами, годами за тобой ухаживать, а ты все такая сидишь и думаешь, а он мне подходит вообще или нет? Он пингвин или просто мимо кто-то насрал? Блин, опять я сказал, да что ж такое? А это не закрытый расклад. И что делать? А давайте мы с вами сыграем в игру «Никто ничего не заметил». Вот. А если я запомню, то я вырежу это. Вот. А мужики же определенности хотят. А у тебя то ли он мне нужен, то ли он не нужен, то ли он во френдзоне, то ли он любимый и непонятно мужикам. Это отталкивает. Как подчеркнуть свои плюсы, чтобы привлекать мужиков нужных? Знаешь, вот тебе нужно научиться отбиваться от мужиков, которые тебе не подходят. Вот просто хватит быть вежливой со всеми подряд. Когда к тебе там мужчина подходит, который тебе не нравится, да, не улыбайся ему.
Не поддерживай разговор просто потому, что ты вежливая. Будь холодный, будь отстраненный. Мужики, они должны понимать, что ты не для всех доступна, понимаешь? А вот с теми, кто тебе нравится, будь более открытый. Покажи, что ты семейный человек, что ты умеешь и борщ сварить, и носки постирать, и только не прыгай к нему, как сказать, на работе только не говори ему, снимай носки, я тебе сейчас постираю. Нет, так нельзя делать. Мужики, они, знаешь, ценят женщин, которые нацелены, вот как сказать, на долгосрочные отношения, не ветреные, вот. А у тебя образ иногда кажется, что ты ветреная. Понимаешь? Начни больше про семью рассказывать, про свои там. А я вот, скажи, книжку пишу. Хоть ты там и написала только глава №1. Неважно, пишешь же, пишешь, говори. Покажи, что ты готовить любишь, да? Неважно, что это только яичница. Понимаешь, это очень все вот это привлекает мужиков, которые ищут жену, а не подружку на пару месяцев. И перестань метаться между разными вариантами. Если тебе мужик понравился, на одном сосредоточься. Я понимаю, что тебе нравится эго свое тешить, как мужики на твою попку заглядываются и так далее. Я все понимаю. Но все-таки не давай это всем своим внешним видом показывать. Пусть мужики чувствуют, что ты сосредоточена там на себе. Понимаешь? И тогда это будет вдохновлять на более серьезные шаги. На более, как сказать, вот показать свою павлинистость. Я не знаю, как это сказать, но ты меня все равно поняла. Все равно меня давно смотришь, ты уже, мне не надо тебе объяснять. Ты все поняла? Поняла. Все, собирайся, едем на рыбалку. И пока ты собираешься, третий вариант. Троечка. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. И первый вопрос: как мужчины видят твою внешность на первый взгляд? Незнакомые мужики. Знаешь, вот как сказать-то? Вот смотрят на тебя они и сразу понимают, что ты молодая и при деле. Вот как это объяснить-то русским языком? Давай на кураптоновском общаться. То есть у тебя вид такой, что ты точно не сидишь вот без работы и не живешь на папины деньги. Вот как это объяснить? Ой, сказать. Чрезмерно самостоятельная. Вот. То есть ты сама себя обеспечиваешь, сама решаешь свои проблемы, сама чинишь розетки. И это видно по всему, даже по твоей одежде. Даже по тому, как ты держишься, по твоему взгляду. И мужики понимают, что ты самостоятельная женщина. И от тебя еще веет домашним вот этим уютом. То есть ты выглядишь для них как девушка, которая умеет и борщ приготовить, и рубашки погладить, и, как говорится, дома тепло и уютно. Знаешь, ты не только как сказать, я все слова из головы выкинул. Вот ты не только карьеристка, да, которая только работой живет, но и домашняя. У тебя прям лицо, которое что даже к тебе на кухню хочется прийти. Вот как это сказать? Почему я потерялся? В общем, у тебя лицо, где хочется к тебе прийти и сказать: а дай мне картофельного пюре с котлеткой. Понимаешь? Вот, у тебя вот так вот. Я не знаю, как это по-другому сказать, но ты меня поняла, я же про тебя рассказываю. Вот. И мужики сразу видят, что ты стабильная. То есть не из тех, кто сегодня здесь, завтра там, как двоечки. Ты основательная, ты надежна. Если связалась с человеком, то надолго.
хрен развяжешь. Если взялась за дело, то до конца доведешь. То есть ты не бросаешь там на полпути ничего. Идешь до конца вопреки всему. И это очень привлекает мужиков, которые вот устали от легкомысленных девочек, понимаешь? И что самое интересное, ты выглядишь как будущая мама, жена и так далее. То есть, по-другому скажу, не подружка на пару месяцев, да, а вот именно та, с кем нужно создавать семью. У тебя прям на лице написано, что ты хочешь серьезных отношений, хочешь детей и хочешь, чтобы мужик носки стирал. И мужики это сразу считывают. Какие тайные эмоции ты вызываешь у незнакомцев? Ну, знаешь, желание влюбиться вызываешь. Вот, по-другому как ты скажешь? Никак не скажешь. То есть мужики на тебя смотрят, да, и думают, вот мне бы такую. Я бы с ней построил такую семью, и было бы 50 детей, и вообще все хорошо. То есть не интрижка на месяц, да, а вот серьезная любовь на годы. И ты заставляешь их мечтать о совместном будущем уже с первой встречи, потому что вот, ну, энергетика такая. Ну, что я тебе объясняю, ты сама лучше знаешь. Вот, и мужикам ты даешь надежду на лучшую жизнь. Рядом с тобой они видят себя более счастливыми, более успешными, вот с иголочки. Я бы назвал вот так вот. Ты как человек, который вот может изменить сразу всю жизнь и свою, и егошнюю есть такое слово, к лучшему, понимаешь? Не перевоспитать, не переделать, а просто сделать дни, как сказать, ваши семейные, отношенческие ярче и теплее, понимаешь? И еще мужики, глядя на тебя, мечтают о том, как тебя баловать будут. Потому что, знаешь, им хочется дарить тебе там подарки, в отпуск возить, вещи красивые покупать. То есть ты вызываешь у незнакомых мужиков желание заботиться, желание оберегать и желание делать тебя счастливой. И они представляют, как будут тебя там встречать где-нибудь. Ну, там, свидание, да? Если поженитесь, то будут мечтать там, как тебе будут ужин по выходным готовить. И что самое интересное, ты мужиков заставляешь верить в сказку. Понимаешь, то, что любовь настоящая бывает, семья крепкая, где никто никогда не скандалит, верность до гроба. То есть рядом с тобой мужики перестают быть вот этими циничными тварями и начинают мечтать о том же, о чем в детстве мечтали. То есть о принцессе, которая будет любить их всю жизнь и, как говорится, жили они, поживали и добра наживали. Заболтался походу. Я заболтался. Что в твоей внешности притягивает и отталкивает? Притягивает внутренняя сила, тут никак не скажешь по-другому. То есть ты не выглядишь как слабенькая женщина, которой защитник нужен. Наоборот, от тебя исходит вот уверенность, умение справляться с любыми какашками жизни. И мужики понимают, что ты не сломаешься при первых проблемах, не убежишь там при первых трудностях в отношениях. А еще ты очень основательна. То есть ты не спешишь, ты не суетишься, обдуманно все делаешь. И главное, качественно. И мужикам нравится, что с тобой можно планировать будущее, а не завтра чего делать будем. Понимаешь? То есть у тебя практичный подход к жизни. Понимаешь? Воздушные замки, как говорится, из песка ты не строишь. Но отталкивает то, что ты слишком медленная. Вот ты, наверное, если ты в отношениях или когда-нибудь в них была, то тебе, наверное, каждый раз мужик говорил: давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее. Вот это ты. И еще мужики могут месяцами за тобой ухаживать, а ты все думаешь и взвешиваешь. То есть тебе на все нужно время, чтобы решение какое-либо принять. Даже чего одеть ты долго думаешь. Красишься, В общем, ты тот, кого дед не любит. То есть ты красишься, можешь краситься даже 3 часа. Это про тебя.
Как свои плюсы подчеркнуть, чтобы привлекать нужных мужиков? Перестань всем говорить «нет». Вот у тебя тут наоборот, знаешь, ты слишком часто отказываешься от предложений мужчин. Не хочешь идти в новое место, не хочешь пробовать новую еду, не хочешь в путешествие, не хочешь знакомиться там с новыми людьми. Ты боишься выйти из зоны комфорта. А мужикам женщина нужна, которая готова к приключениям. Понимаешь? Ну или если только твой тип это гомосек. Ой, домосед, извиняюсь. То есть начни показывать таланты свои. Ты умеешь делать кучу всего полезного, но скрываешь это. Ты умеешь готовить, вот когда уже нормально вы встречаетесь, да, когда первый раз через 3 месяца знакомства в щечку поцеловались, вот тогда можно мужика на ужин домой пригласить. Борщ покажи, какой ты вкусный делаешь. Умеешь рукодельничать, там, дари какие-нибудь самодельные эти подарочки. Понимаешь? Не прячь свои способности, гордись ими. И знаешь, еще по картам нужно стать более активным в отношениях, потому что ты пассивный игрок. Не жди, что мужик будет тебя развлекать, будет клоуном. Сама предлагай там, куда пойти, что посмотреть, чем заняться. Леща дай ему, чтобы не расслаблялся. Покажи, что ты не скучная домоседка, понимаешь? А то, что ты интересная женщина с собственными идеями, собственными желаниями. И самое важное, конечно, научись быстрее решения принимать и краситься быстрее. Вот мужчина, если спрашивает у тебя, да, там, свободна ли ты в субботу, сразу говори «да», а не «дай мне время подумать 3 дня». Предлагай там свидание, соглашайся, ну или отказывайся прям сразу, не заставляй ждать твоих решений. Вот быстрота и четкость в ответах, она очень привлекает мужиков. Показывает, что ты знаешь, чего хочешь. А когда «я подумаю годик, кто мы друг другу», это вообще напрягает, это даже меня напрягает. Подписывайся на канал, приходи в проживание арканов и забирай вот эти колоды еще. И помни, что дед с ремнем рядом.